Ну что, друзья, это каточка, которая началась в 6 часов, поэтому здесь режим конвой. И мне интересно будет посмотреть, потому что я настроил домашний билд для PvP и хочу посмотреть, как он будет работать. Ну, работает он достаточно хорошо. Я уже пробежал 2 каточки и 2 из них победил. И буквально побеждали мы в самый последний момент, и я все 2 раза был MVP. Это мне очень нравится, потому что он довольно хорошо выживает, мой персонаж, ну и также я довольно хорошо дамажу. И обратите внимание, что у меня второстепенные характеристики здесь просто очень классные. Я их еще качну, потому что я скрафтил наконец-то еще и древний шлем с пекла 9 буквально сегодня. Мне удалось получить необходимое количество древних артефактов. Ну и, в общем, я здесь и на поддержке, но немножечко и сопровождаю идола. Давайте посмотрим, как пойдет эта катка. Но я думаю, что побеждать 3 раза подряд — это, конечно, что-то из ряда вон выходящее. Опять же, у меня сущность на штанах — это трико акробата, которое помогает мне избегать контроля, но вы видите, что-то прям... Какие-то сильные ребята у нас в этот раз, и пускают они в меня очень много всякой фигни. В общем, тяжело сейчас. Я вижу, что что-то, друзья, не то. Что-то не то. Ну, в общем, как только я включил запись видеоролика, сразу же пошли сильные игроки. Видите, там с бессмертием, в общем, неубиваемые засранцы. Ну и видите, что я здесь совершенно другая у меня тактика, потому что я здесь меньше играю на контроль, но больше на урон, и моя задача бегать вокруг как раз идола и дамажить по максимуму, задевая всех, кого можно, потому что база по камням как раз с моего дамажного PvE билда. Но, тем не менее, смотрите, мы прошли первую контрольную точку, что, наверное, хороший знак, да. Включаем наши навыки и начинаем рубить народ, вот этого барабашку, который там крутится, но он на бессмертии сидит. Ладно, мы убежим отлечиваться. В общем, неплохо. Я примерно вот в этом моменте перехожу на этого идола и начинаю здесь крушить народ, потому что обычно более слабые игроки, они как бы не лезут на рожон, они стоят у идолов, вот, сопровождают их усиленно, и я их как бы здесь принимаю, так сказать. Но вот видите, дотов вешает народ, будь здоров. У меня есть мощное умение, самое время его применить. Ой, нет, не успеваю его, друзья, применить, убегаю. Убегаю, блин, такая здоровая пушка, вот с ней она бегает гораздо медленнее почему-то. Давайте попробуем подамажить вот этих ребят. У меня уже 2 убийства. И вы видите, что прям уровни здоровья в тех, кого я попадаю, очень... и успею я? Успею. Фу. Но сработал, к сожалению, мой спаситель на котике, потому что я услышал вот этот звук, знаете, когда бьет по металлу что-то. Ну, и вы видите, да, что по убийствам все очень неплохо. Важно вовремя перейти на второго идола, где как раз собираются более слабые игроки, и крушить их там. Ну и в этом режиме у нас нет задач убить больше игроков. У нас есть задача... Ой, ёб твою, извините. Сопроводить идола. Чем дальше, тем лучше. Вот. Если честно, мне нравится стандартное поле боя больше. Но вот это я тоже не против поиграть. Не удается, друзья, меня законтролить. Я вот прыгаю усиленно и дамажу их, не даю им никаких шансов долго здесь сидеть на этом идоле. В общем, моя задача охранять этот идол, потому что другой идол идет, в общем-то, очень неплохо. Надеюсь, что мы еще сейчас вот замочим вот этого. В общем, наш будет быстро идти, так что, скорее всего, это победная каточка. Я вижу, что неплохо. Ой, ты какой быстрый.
Ну, не удалось тебе все-таки меня задамажить, потому что у меня характеристики получше. Но там серьезно пробил чувак меня, конечно. Это уже у нас золото 5, и мне буквально совсем немножечко. Я рассчитывал в одном из своих предыдущих роликов, что мне нужно 16 каток пройти, но это уже будет 3-я победная катка. Я практически уверен, что мы здесь победим, потому что, вот, судя по тому, как идут дела, наш идол уже прошел 3-ю точку, мы явно не пустим их на 3-ю точку. Видите, я их раздамаживаю здесь. Все ненавидят охотников на демонов. Но, ребята, этот билд мне в какой-то степени даже прям нравится. Ну, смотрите. Он на самом деле на стенде выбивает на гладиаторе где-то 90 миллионов на 30 секунд, а мой дамажный билд 220. Вот видите, насколько падает. Потому что здесь несколько сущностей заменены как раз на избегание от контроля и дополнительные рывки. И это, конечно, очень много уводит урона. Вот. Но, тем не менее, у меня очень высокие статы на нем. Видите, мы там хорошенько продамажили кого-то, и его другой товарищ по команде закончил. Да, нужно убегать, я не хочу рисковать. У меня, по-моему, нету еще умираний, да, или как это правильно сказать. Ну, то есть я еще не умирал здесь и хочу сохранить это до конца катки. Пишите, что вы думаете. Мне геймплей прям очень нравится. Видите, я народ крошу, и прям это приятно выглядит для глаза. Уже 10 убийств. Ну вот, опять активировалось мое мощное умение, но мы здесь уже, друзья, победили. В общем, очень здорово, очень здорово. Давайте быстренько посмотрим, кто у нас MVP и кто у нас... Или как правильно говорить, MVP или MVP? Тоже напишите в комментариях. Вы видите, я уже переучиваюсь с PvP на PvP, потому что в основном на русскоязычную аудиторию делаю ролики. И я здесь опять МВП. Я считаю, что матчинг прям очень хороший. И вы видите, что у наших соперников, у лидера довольно серьезные статы. Да, ну вот что-то мощь слабенькая. Есть у нее виток. Да, у нее виток, при этом мощь очень слабая. У меня она в 1,5 раза выше. Ну, естественно, виток работает на 50% хуже, если превышает значение у соперника, поэтому, друзья, обращайте на эту синергию внимание. Что у нас у МВП игрока? Давайте посмотрим. Здесь очень похоже на мои характеристики, ничего особенного. У меня 2800 резонанс, потому что я обращаю внимание, что этот билд как раз с моего PvE билда сделал. Но очень классно, очень классно. И это 3-я катка подряд победная. Я уже на середине золота 5. Я думаю, что мне не 16 примерно, а 8 каток осталось, чтобы перейти на легенду. И я практически уверен, что это произойдет. Ну, давайте попробуем еще одну катку сыграть. Получится нам победить там или нет. И, друзья, у нас следующая катка нашлась, буквально 30 секунд, что очень классно. Но я думаю, что это потому, что мой персонаж как раз с небольшим резонансом. И, как я говорил, этот билд, он сделан на базе моего дамажного билда, поэтому у меня здесь достаточно большой резонанс, а именно 2800. По умолчанию у меня вероятность критического удара 24%, я ее переделал на древнем шлеме на 4%. Ну и все остальное здесь стандартно для моего PvE билда. Это, естественно, основную атаку мгла и также рывок. Давайте смотреть, как будет это выглядеть. О, я вижу там очень мощные крылья, и меня это уже, друзья, пугает. Не уверен, что я здесь смогу что-то показать. Мы опять используем тактику чуть-чуть позади, дамажить народ, но я вижу, что пока что наш идол чуть-чуть
опережает наших соперников. Причем достаточно хорошо опережает, я бы сказал. Так, я что-то здесь не понял. Обязательно смотрите на карту, когда вы играете. Красные точки — это наши противники, для тех, кто не знал. Вот. И смотрите, чтобы они не подходили к зоне вашего идола. Иногда народ играет в ПВП, они, конечно же, не смотрят на карту. Но что-то мне говорит, что здесь не совсем справедливый матчинг. Мы потом после игры посмотрим. Ой-ой, вообще-то справедливый. Справедливый. Ладно, хватит. Фу, мне хватило. Вот видите, у меня трико акробата дает мне возможность избегать урона, а также сущность, которая восстанавливает мой отрыв. Когда я получаю урон, дала как раз мне возможность, ну вот здесь мне уже не удастся, наверное, убежать от этого засранца. Нет, удалось. На мне были доты, увидели, что у меня начало уменьшаться здоровье. Давайте мы пойдем вот сюда, потому что я не особо полезен для той правой части сопровождения идолов, но я могу подамажить вот здесь вот ребят, чтобы они не расслаблялись, а то они что-то здесь слишком спокойно ходят, что мне очень не нравится. Блин, некроманты, ах, некроманты. Ну, им не удается, друзья, отличиться. А вы заметили, что с картой-то случилось? Я вообще теперь ничего не вижу. Это какой-то засранец-охотник на демонов нажал на взгляд теней, что ли? О, господи, ну кто, блин, со взглядом теней играет в ПВП? Напишите в комментариях, ну это же просто. Это, знаете, у нас диверсант. У нас реально диверсант в команде, который портит всем настроение. То же самое с Terror Rift'ом, да, когда ты бегаешь, и у тебя не видно потом красную зону, где находится этот столб, когда нажимают взгляд теней. В общем, этот взгляд теней, вы видите, нам очень сильно подпортило жизнь, и мы здесь начинаем уже просирать. Тем не менее, одно убийство я сделал. Я думаю, что здесь очень сильные игроки. Вот, и думаю, что мы просто обязаны здесь, друзья, выиграть. Коротко после этой каточки я покажу вам свой билд, буквально за 2 минутки объясню, как и что он работает. Он копирует по моим характеристикам перековки мой ПВП билд, но все сущности, за исключением тех, которые отвечают за отрыв, они с ПВП билда. Для того, чтобы нам нужно было... Ну, мобильность нам очень важна. Я убил этого засранца, который меня догонял? Нет. Ну вот мы его сделали здесь с товарищем по команде. Давайте отличиваться бинтиком. И я вижу, что у наших соперников идол стоит. Скорее всего, мы выиграли, поэтому мы займемся стражем. И этим билдом его даже можно чуть-чуть поддамажить. Ох ты, барабашечка, дорогой мой. Давай, иди сюда. Ну, что-то у тебя с уроном не все так хорошо. Против 2 охотников на демонов, я думаю, практически нереально здесь выстоять. Да. Так, нам нужно вот здесь вот спасти этого идола. Ну, пострелял в воздух, это тоже как бы вариант. Так, ты, пожалуйста, не... зараза, захватил меня. Немножечко меня пробил всю мою броню. Давайте отлечиваться быстренько и идем, наверное, вот в этот вот портал. Я обычно порталами не пользуюсь, но в этом случае попользуюсь немножечко... Ой-ой-ой, ну тут что-то как-то очень больно. Очень больно, давайте отлечиваться. И вы видите, что отлечивание не удалось. Восстанавливайся, мой отрыв. Блин, иногда так бывает, что ты просто не добегаешь, и дот тебя убивает. А что такое доты, вы все прекрасно знаете. В переводе с английского damage over time. Это как раз периодичка. Я вообще думаю, что надо сделать такой маленький глоссарий, потому что иногда люди говорят, что такое ПВП, ПВЕ, и не совсем понимают, как эти аббревиатуры расшифровываются. А расшифровываются они, друзья, очень просто. ПВП — это person versus person,
что значит игрок против игрока, а PvE расшифровывается как Person versus Environment. Environment — это открытый мир или окружение, ну, в общем, против монстров, когда ты сражаешься. Игрок против окружения или открытого мира. Мы здесь, друзья, выиграем. У нас осталось 20... сколько там? 20 секунд. Ну, давайте просто побегаем, потому что наш идол гораздо ближе к сердцу, и мы точно с ним разберемся. Попутно кого-нибудь еще сделаем. Ну, тут явно сильные игроки, хотя бы по эффектам, которые у них были. Будем отлечиваться, и мы здесь побеждаем. Очень приятно. Друзья, это 4-я катка подряд. И вы видите, там крылья у игроков какие, и мне приятно находиться на примерно одном уровне. Все же я считаю, что я тоже был здесь полезен. Давайте посмотрим. Ну, конечно, я на самом последнем месте, потому что, обратите внимание, здесь игроки, наши соперники, вот МВП. Ну, кстати, ну, вообще-то мощь 6500, на 2000 больше, чем у меня. Резонанс 3000 при этом. Вот, кстати, очень хороший билд у чувака. Небольшой резонанс, но очень хорошие характеристики. Маленькая вероятность критического удара, но я думаю, здесь упор именно на контроль, потому что прокачана мощь так сильно. Что касается второго игрока, они все на легенде. А здесь вообще одни легенды. Здесь я втесался на своем золоте 5. Ну, видите, что 5,5, там все характеристики, резонанс 2600. Очень справедливый матчинг. Да, и действительно, против нас были одни легенды. У нас было 2 игрока. Вот этот Barbarian и я, Demon Hunter. Мы были на золоте 5, а все остальные на легенде. В общем, очень неплохо. 4-я катка подряд, 4-я победа. Не знаю, стоит ли дальше играть. Можно завтра завершить золото 5. Но давайте коротко пройдемся по моему билду, что я там изменил. Нет, мы не будем искать. Значит, что касается моего билда. Мой билд копирует мой PvE билд, но только это PvP. Вот, я его сюда, давайте я его сохраню, потому что я там менял ветку совершенствования. Короче, здесь у нас гладиатор, мой фамильяр, которого я получил в ролике «Как делать нужного тебе фамильяра», и мне прокнул идеальный котик для PvP. И обратите внимание, значит, у меня здесь 4 желания Витху, 4 семена посеянного золота. Что касается сущностей, то они копируют мой PvE билд, но вот эти 3 сущности, 1, 2 и 3, они идут исключительно на отрыв. И я, естественно, из PvE билда маятник смерти меняю на отрыв. Мы совершаем рывок вперед, мы можем применять отрыв во время, когда нас законтролировали, избегая контроля, ну и, конечно же, отрыв восстанавливается. Все остальное здесь от моего PvE билда. То есть я все атаки делаю через обстрел, у меня активируется основная атака, обстрел действует дольше, залп усиливает основные атаки, и взрывная стрела тоже летит через основные атаки. При этом каждый раз, когда я попадаю, у меня восстанавливается энергия обстрела. А в качестве сетового комплекта я использую семена посеянного золота, которые как раз дают очень крутой эффект. Это непрерывное поддержание умения, без смены цели постепенно повышает его урон, а потом, когда я прекращаю его дамажить, он еще дает 30% поверх всего того урона, которое было нанесено. Ну, все, что было нанесено уроном, еще дает поверх 30%. То есть это такой дамажный билд для PvE, только с элементами ускользания. Все остальное, перековка у меня чисто PvP-шная. А, кстати, у меня здесь PvE-шная перековка даже. Ну, надо, кстати, сделать PvP-шную перековку, потому что это добавит как бы урон по игрокам. У меня в PvP-шной
перековки в бонусах именно заменены некоторые вот эти вот магические свойства на урон по игрокам и уменьшение урона от игроков. Это немножечко добавить. Но я уже вижу, что он хорошо работает. И решил я это попробовать, потому что у меня здесь в статах зашло за 5100 броня пробивания и 4700 мощь. То есть у меня очень хорошо работает виток, который работает за счет негативных свойств. Но никаких продлеваний действий негативных свойств у меня нет, поэтому этот виток работает с сильными игроками такое себе. Вероятность критического удара на этом билде у меня 24% базовая и резонанс 2837. Вот такой вот набор камней, виток, вместилище мглы, которое работает через основную атаку, колоссальная машина, нефрит и бурлящий исход, они у меня на всех билдах. Здесь у меня плач матери, возможно, он дублирует частично вот этот вот бурлящий исход, но тем не менее он повышает, они вместе прокаются, повышают вероятность критического удара, которую я недополучаю за счет PvP-шном моем билде есть награда мрачного проводника. Там, в зависимости от того, когда ты совершаешь рывки, у тебя повышается вероятность крита. Но здесь я это компенсирую плачем. Но напишите в комментариях, потому что ходит очень много информации, что вместе эти камни работают такое себе. При этом, когда я проверял на PvE-шном билде на даме стенде, то, убирая этот плащ матери, у меня падает процентов на 30 урон. Он очень хорошо работает. Ну и у меня здесь есть доты, а вообще у меня дотов-то практически нет, друзья. А у меня здесь стоит хватка боли, бесполезный камень. В общем, этот билд требует доработки, но он все равно мне очень нравится. И я думаю, что это такая основа для какого-то еще альтернативного билда, кроме того, который я использую в основном с автоатакой, с шахрамами и пронзающими стрелами обстрела. Что касается ветки совершенствования, тут у нас гладиатор, и в гладиаторе вот такие вот умения. Это спасение от гибели, естественно, на всякий случай второй спаситель, стремительные удары, которые повышают за каждого побежденного игрока скорость атаки. В бою с игроками мы наносим больше урона и получаем меньше урона. Ну и когда мы побеждаем и игрока, мы сразу получаем закаленного ветерана 12% урон на 10 секунд. Это очень круто. Вот. И вероятность критического удара у нас тоже увеличивается. В общем, нам нужно как можно больше дамажить. Ну и что касается легендарного умения, то у меня здесь используется проклятие слабости. Когда мои действия контроля, а контроль у нас как раз отрыв, когда мы совершаем отрыв через игрока, мы замедляем его скорость передвижения, и это как раз эффект контроля. Мы еще вызываем проклятие на таких персонажах и уменьшаем наносимый урон на 30%, на 30 секунд. Ну и, конечно же, что там у нас еще? Это проклятие. Здесь меньше всего это работает. Видите, я его еще не доделал, потому что я менял немножко легендарную экипировку, но у меня здесь всегда терзание, потому что я часто совершаю рывки, и, конечно же, я должен создавать какую-то область, которая должна замедлять и наносить урон противников. Поэтому я использую в основном терзание. Друзья, пишите в комментариях, что вы думаете. Мне кажется, что подбор PvP вполне справедливый, но вы со мной можете в комментариях, конечно же, не согласиться, но только не соглашайтесь конструктивно. И спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Обязательно поставьте ему лайк, даже если он вам не понравился. И проверьте, что вы подписаны на мой канал. Ну а мы с вами увидимся в следующем ролике.